Не так давно в своем критичном разборе геймплея второго адвенчура я задался философским вопросом, а какой геймплей для Соника лучший? И увы, так и не смог найти ответ на этот вопрос. Все представленные за многие годы вариации так или иначе имеют в себе изъяны. Навязанная командная работа, послушный Nintendo Boy, симулятор пылесоса 2, кем только Соник не был. Ответ можно было бы поискать в фанатских творениях, но из последних ничего стоящего на ум не приходит. Кто это делает, все тот же симулятор пылесоса, только лучше. Другой вообще показывает только видео, попробовать это на деле нельзя. А третий делает ремейк 06 на ПК. Очень годный. Это спасет Соника. Ну так вот, практически отчаявшись, я таки вспомнил об одной игре, которая в 2016 году сумела наделать немало шума и, увы, также быстро уйти в забвение. Речь пойдет о знаменитой ранней демо-версии игры, которая, по моему мнению, в обозримом будущем и хорошей доработке могла стать той самой лучшей интерпретацией Синего Ежа в трехмерном пространстве. С вами Сумочкин, а это обзор на Sonic Utopia. Игра была представлена на уже далеком Sage 2016. Для тех, кто не знает, Sage — это мероприятие, проходящее раз в год и посвященное фанатским творениям про Соника. Есть там и что-то стоящее, а есть и то, о чем не говорят вслух. Игру, как это водится, сделали всего два человека — мистер Ланж и Мурасаки. Ланж занимался анимацией, звуками, геймдизайном, а Мурасаки — движком и программированием. А игра сделана на старом добром Unity. Описание на самом сайте гласит, что Sonic Utopia — это эксперимент, который не только пытается расширить геймплей Соника интуитивно понятным способом в 3D, но также стремится захватить лучшее из сониковского стиля и связать все это в единый опыт. Почти все в этой демонстрации от арт-дизайна до звука и движка геймплея было сделано с нуля. Я, то есть Ланж, создал все модели, анимацию и большинство текстур и звуков, а также музыку. Движок и игровой процесс были созданы моим программистом Мурасаки. Мы работали над этим некоторое время, и мы рады наконец поделиться этим с дебютом на Sage 2016. Итак, наконец, открыв игру и посмотрев ники разработчиков, мы видим ничего. В каноничном классическом кольце с крылышками никого нет, что как бы еще раз подчеркивает, насколько это раннее демо. Правда, разработчики тем самым открыли портал в ад, и теперь туда засунуть можно кого угодно. Начав игру, первым делом, разумеется, в глаза бросается графика, ее сложно не похвалить в первую очередь. Ведь только увидев издалека такую картинку, вы тотчас же полезете узнать, что это такое и как это называется. Да, графика в игре просто поражает воображение. Хоть нам и показывают очередной Green Hill, он не выглядит таким же вымученным и надоевшим, как, например, в том же Форсусе. А наоборот, он красочный, полный жизни, он насыщенный, а главная тема, за исполнением все того же Ланжа, дополняет эту картину, делая происходящее ностальгичным. Пляшущие цветы, петли, рампы и бадники. Все созданы разработчиками и выглядят именно так, как в старой доброй классике, просто по-детски и со вкусом. Тот единственный случай, когда модельки в какой-то век не взяты из Generations, а сделаны своими руками от чистого сердца. А взглянув на небо, вы увидите просто произведение искусства. Спецэффекты также на высшем уровне. Сочные взрывы, мультяшные клубы дыма от бега Соника, а также от преследующего вас хамелеона. А если выпрыгнуть из воды, вас обдаст искрами радости и счастья прямо в лицо. Анимации — это один из многих факторов, что выделяет проект на фоне всех других фанатских движков и игр по Сонику. Ведь в основном фанаты пытаются косить под все тот же Generations с Unleashed, а скопировать их анимации большого труда не составит. Потому все менее популярные, да и, если честно, более популярные движки тоже, скатываются в однообразную кашу из одинаковых анимаций бега Соника, подкатов и прыжков. Бег Соника, его прыжок и последующее скручивание — все это огромнейшая ода Sonic CD. Эти ноги ленточки. У меня просто нет слов. А то, как он скручивается, боже, если бы мне хоть когда-нибудь сказали, что я смогу повторить этот трюк из заставки Sonic CD, я бы не поверил и дал бы этому человеку прям в морду. И ни одним Соником едины. Анимация врагов, когда они вас видят или атакуют, и зверьков флики тоже потрясающие. Не стоит забывать и о интересных мелочах. Например, если вы затормозите на малой скорости, то ничего особенного не произойдет. А вот если на большой, хорошенько разогнавшись, то после себя Соник с характерным звуком оставит огненные следы. Или, не уходя далеко от темы скорости, можно заметить, что разогнавшись
дотянувшись до ленточных ног, клубы дыма за вами начнут подпрыгивать, а при уничтожении врагов зверьки-флики сначала будут идти или лететь к Сонику, чтобы отблагодарить его, а уже потом на свободу. Разумеется, в визуале не обошлось и без минусов. У Соника нет никакой ожидающей анимации, а сам его внешний вид в целом нормально, но вот его голова уж больно низко детализирована, что уж там... Да его лицо просто тупо нарисовано. Касаемо же окружения, то скалы выглядят слишком полигонально. Не помешало бы им текстуру какую-нибудь нацепить. Я понимаю, что издалека выглядит нормально, но моменты, когда вы сближаетесь со скалами, есть и часто. И не заметить это просто невозможно. Особенно в этом месте. Еще можно придаться к воде и ее застывшему шейдеру. А если посмотреть на водопад... И, пожалуй, все... Да, можно там придавить за текстурки, тут за плоскую полигональную листву, но я не хочу этого делать. Визуально в целом игра меня удовлетворяет даже и по сей день. Я такого наслаждения не получал даже от Форсуса, а ведь он вроде как считается лучшей на данный момент игрой в графическом плане. Цвета, насыщенность, враги, брызги воды, небо. Все это просто кричит ностальгии, и боже, как мне это нравится. Можете считать меня двуличным говноедом или то, что мои вкусы специфичны. Я думаю, что это тот самый случай, когда локации, враги, звуки и анимации, все это работает и создает правильную ламповую атмосферу. Атмосферу беззаботного детства, когда вы перед своим телевизором играете в Соника, слышите впервые Green Hill Zone, собираете кольца. Вот что во мне пробуждает визуал этой игры. И за эти эмоции я готов ей дать 10 Оскаров. Про аудиосоставляющую, думаю, долго распинаться не стоит. Она шикарна. Главная тема Green Hill'а, пожалуй, является лучшим ремиксом из всех, что я когда-либо слышал. Ведь большую часть той самой атмосферы создает именно она. Трек звучит веселым, переполненным свободного духа, восторга и одиночества одновременно. Так как персонаж игры это маленький классик Соник, и уж тем более не говорящий, я думаю, данный микс идеально отражает его сущность. Свободный, меланхоличный, но никогда не унывающий. А в сочетании с локацией, трек будто подталкивает игрока или же Соника к ее изучению. К звукам в самой игре у меня также нет никаких претензий. Приятно разносить врагов и слушать милое щебетание флейки, разгоняться на большой скорости и слушать вертолетные звуки ног Соника, а таких милых звуков батников вы не слышали нигде. И, наконец, перейдем к самому главному, к тому, почему и зачем вообще в это играть. К геймплею. В английском языке есть очень хорошее подходящее слово для описания всего геймплея. Моментум. Перевести его можно как импульс или инерция, в ней и кроется вся суть геймплея. Сам уровень, а это именно гигантский уровень, построен как тестовый полигон с кучей дорожек, трамплинов и мертвых петлей. И все, что вам нужно делать, это получить удовольствие. Забраться на горку, разогнаться со всей дури, полететь вниз, набирая бешеную скорость и взмывая вверх в небеса. А если вы еще и знаете, куда лететь дальше, или, например, видите еще одну горку, вашему счастью нету предела. Эта игра, на мой весьма субъективный взгляд, сумела уловить правильное понимание самой сути Соника в 3D. Да, в ней нет какой-то глобальной цели, в ней нет столь новомодных способностей Соника, позволяющих ему быть несущейся ракетой, уничтожая все на своем пути. Нет. Ее суть это самостоятельно, используя силы Соника в Super Pill-Out или Spin Dash, набирать скорость и, преодолевая преграды, попутно получать удовольствие. И все это на огромнейшей локации с кучей интересных мест, где это можно сделать. Понимаете? Всю работу за вас не сделают пружины, кольца или ускоряющие панели. Вы сами должны стать ими, сами поднять Соника в воздух, используя его скорость, сами пробежать по стене, используя физику, а не с помощью скрипта. Игра не дает вам типа поиграть за Соника, нет. Она делает вас Соником, и в этом и кроется ее ошеломительный успех. Но поподробнее описать все же стоит. Управляете вы Соником с помощью джойстика или же в моем случае клава-мышь. Он может прыгать, ускоряться на Shift и сворачиваться на Ctrl. В воздухе, нажав прыжок, Соник как бы сделать небольшой выпад вперед, по факту являющийся хоуминг-атакой. И это единственная способность из модерн эпохи, что у него здесь есть. И надо сказать весьма кстати. Набрав скорость и прицелившись во врага, ваш моментум никуда не денется, а наоборот поможет вам дальше проноситься сквозь уровень. А дальность действия хоуминга, пожалуй, может взять первое место среди всех игр про Соника. Ежели в прыжке нажать Ctrl, то Ёж развернется или свернется обратно. Никакой практической цели это не несет, вы просто чувствуете себя охрененно. Присутствуют также чекпоинты, экраны с кольцами, щитом или неуязвимостью, а под водой все также можно утонуть, если не хлебнуть во время пузырьков. Цель уровня, как можно догадаться, это добраться до конца. И все.
А больше сказать нечего. Всю суть я описал выше. Остается только скачать и играть. Есть, конечно, и моменты, которые не всем могут понравиться в геймплее. Как, например, то, что прыжок у Соника довольно коротковат, или то, что он сам по себе управляется тяжеловато, как в том же прыжке. Если, конечно, не использовать камеру. Или то, что уровень сам по себе пустоват. И если первые два пункта дело сугубо индивидуальное, то вот с последним могу поспорить. Да, есть откровенные пустые участки, но помимо этого есть и куча интересных и уникальных. Не берем в расчет дорожки, петли и трамплины. Игра и без них может похвастаться уникальными местами. Как, например, розово-кристальная пещера, или красивый водопад, или, мать его, лабиринт зон. Все эти участки предстоит еще найти, и кто знает, что вы еще найдете по дороге. В целом, это все, что я могу сказать про Sonic Utopia. Она первая и, на мой взгляд, единственная игра, сумевшая уломить этот дух. Дух правильного трехмерного Соника и его ламповой ностальгии, а не той, которую тебе в рот вонючим носком засовывают. В ней вы действительно чувствуете себя Соником. Вы сами набираете скорость, сами взмываете вверх, сами ищете себе подходящий путь, не используя никакие дополнительные приблуды, ну разве что кроме пружин, но это так. С момента выпуска я все ждал и ждал обновлений, но их, увы, так и не последовало. Только сейчас Твиттер Ланжа ожил и затрубил, что обновленная Утопия таки появится в 2019 году с полностью переработанным геймплеем в сторону более линейных уровней. И у меня уже нет стойкой веры в то, что это будет та самая Утопия, которую мы ждали так долго. Но никто не мешает вам и мне играть в этот неограненный и неизменный алмаз. Ну а с вами был Сумочкин, и помните, Моментум — это не новый вид клей-момент. Внутри, облицовка снаружи. Момент монтаж незаменим и нужен. Момент клеит все, монтаж всех сильней.